Ну что, я всех приветствую. Сегодня у нас третий урок, да, кажется, третий из моей серии бесплатных открытых уроков по акварели. А, Меня зовут Ольга, я художница, преподаватель рисования онлайн. И на прошлых уроках мы с вами изучали акварель. Кто не видел, можете посмотреть у меня на канале. Можете тоже сразу подписаться, чтобы не пропускать. Я провожу сейчас каждую субботу такие эфиры в это время. И мне можно задавать вопросы, мне можно писать, какие-то, может, у вас проблемы есть с рисованием. И сегодня я хотела поговорить об акварельных карандашах, потому что такой запрос довольно-таки часто, я так посмотрела тоже у меня в статистике, очень часто люди ищут именно как рисовать акварельными карандашами. И я сама могу сказать, я их не так давно открыла для себя, и мне очень понравилось. Потому что вот как и для новичков, так и для продвинутых здесь много возможностей. Сейчас, секундочку. Надеюсь, меня слышно. Если кто смотрит, можете мне дать знак плюсиком каким-нибудь. И поэтому, да, что я говорила. Акварельные карандаши, они хороши тем, что их легко контролировать. И если вы новичок, да, если вы еще боитесь акварели, очень хорошо попробовать эти карандаши. Я сразу сейчас скажу, вот здесь у меня примеры карандашей. Есть два типа карандашей. Есть просто акварельные карандаши. Вот у меня это вот эти вот уже такие, вот этот мой любимый Faber-Castell. И другие бренды тоже есть, да, не обязательно только этот. Просто есть именно акварельные, а есть еще Inktense, так называемые. Вот. Ну, я их видела пока только у этого бренда Derwent. Они как бы чернильные, на основе чернил. Ими, кстати, можно рисовать по ткани тоже. То есть они более такие пожестче, да, там. Сейчас мы посмотрим, в чем тоже разница. Поярче и такие немножко на чернильной основе, да, то есть чернила, они более такой пигмент, более яркий и более такой стойкий, да. А акварельные, вот они прям как акварель, они будут размываться полностью. Вот мы сейчас попробуем, давайте сразу. То есть здесь на самом деле правил-то немного, да, вы вообще можете экспериментировать. Я всегда призываю, да, экспериментировать, как вам нравится, да, может, вы свой собственный способ найдете, как рисовать акварельными карандашами. Ну, как правило, да, мы как бы рисуем по сухому сначала. Это, опять же, да, очень удобно, когда вы в поездках, когда вы на пленэре, когда вам не нужно, не хочется таскать, да, с собой какие-то коробки, флаконы, там эти банки с красками. Я, кстати, реально это изменила мою жизнь, потому что я путешествую, да, я много в переездах и просто, да, в транспорте, и иногда даже в электричке вот можно иметь с собой несколько карандашей и еще, да, вот такой кисточку с резервуаром, да, и можно просто вот этими двумя вещами уже создавать акварельные какие-то скетчи и там, да, гелевую ручку. И вам не надо вообще, да, ничего. И там скетчбук, блокнот, да, с плотной такой вот основой. То есть мы сейчас сделаем, да, небольшие такие выкраски. Это у нас будет Faber-Castell, да, я напишу здесь. Да, так. Я не пробовала, честно скажу, какие-то другие бренды. Я вот на этих остановилась, и они очень хорошие. Не знаю, да, их сейчас много, наверное. Можете пробовать. Везде, наверное, есть свои какие-то особенности. Я сейчас покажу тоже вот этот малыш. У меня уже давно. Здесь очень красивый цвет, который прям очень мне нравится.
Как тоже наносить, да, штрих, это тоже ваше решение, то есть здесь тоже можно по-разному. Ну и какой еще попробуем? Давайте здесь сделаем только акварельный, а инк я покажу на другой листочке. Давайте черный попробуем, да, интересно, черный, да, как он будет. По ощущениям они такие очень... это, кстати, я взяла как раз Intense, ну хорошо. Это будет на контрасте. И берем водичку. То есть советую сначала тоже попробовать, да, если вы боитесь тоже, может быть, как-то начать, то есть можно сначала просто вот такие вот тесты поделайте. Сделайте, кстати, себе, да, если вы уже купили, например, акварельные карандаши, сделайте такие выкраски, чтобы просто в следующий раз понимать уже, да, что у вас получится. И не, ну, как бы не экспериментировать на вашей, например, там иллюстрации на какой-нибудь хорошей бумаге. И вот я просто, да, добавляю воду, да, и размываю. Здесь опять же, смотрите, да, ваше решение как художника, да, что оставить, а что не оставить. Можете часть оставить штриха, если вам нравится. Но вот сейчас я этот попробую полностью. Видите, он полностью растворяется, как бы, да. То есть, вот мы можем полностью его растворить. Вот все, штриха там уже, в общем-то, не осталось. Сейчас специально такие сделаем, посмотрим, как это высыхает. То есть здесь, да, суть вот, что это именно заменяет акварель. Но в таком более контролируемом таком, да, виде. И вот сейчас посмотрим, как он будет высыхать. Вы можете сделать, например, вот, да, вот как-то так, да, если ваш, это, например, кусок какой-то иллюстрации, вы можете, да, что-то отдельно где-то воду добавить, а где-то оставить штрихи. И это тоже может быть интересно. Да? Смотрим, да, то есть какой-то где-то прослеживается штрих, а где-то нет. Это может быть небо, например, да. То есть сначала нужно почувствовать материал вообще всегда, да, в любом материале. Надо просто сначала поработать с материалом и посмотреть, да, его свойства, как вообще, да, как наносить, да, что происходит, что при высыхании происходит. Вот этот цвет мне прям очень всегда нравится. Он дает, здесь еще он дает этот пигмент, такие вот растеки красивые. Даже вот на такой, казалось бы, самой обычной бумаге. Это даже не акварельная у меня здесь сейчас бумага. Ну вот уже даже видно, он такой немножко как гранулы дает. Кто меня сейчас смотрит, буду рада вашим каким-то реакциям, да, откуда вы, что вы, да, рисуете ли, какие есть, может, вопросы. Не сидите просто так. И сейчас попробуем вот это, да. Вот даже видно уже, например, я, конечно, черный, может быть, здесь взяла, да, так резко смотрится. Но видно даже здесь, я думаю уже, что он такой более насыщенный. Более такой насыщенный. То есть вот это у нас 3 акварельные карандаши, это у нас Inktense чернильный карандаш. То есть здесь вот можно даже нам подписать. Сейчас мы их немножко оставим высыхать, и я покажу дальше. Это я не переверну. Ставим, пусть сохнет. Покажу на другой бумаге. Вот такой, может быть, даже будет интересно, более акварельный.
И сейчас попробуем вот эти вот карандашики, тоже Inktense. Я многие работы рисовала уже этими карандашами и смешивала их с акварелью. Можно тоже у меня посмотреть, тоже на канале, кстати, есть уже видео тоже по этим акварельным карандашам. Ну, какой еще возьмем? Давайте зеленый возьмем. Дальше, да, в конце я покажу, как саму картинку попробую нарисовать. Да, приглашаю, кстати, желающих сейчас на диагностики бесплатные. Что это такое? Это можно ко мне прийти и протестировать свои возможности, да, посмотреть, показать работы, портфолио показать, да, задать вопросы, дам обратную связь, дам вообще какие-то советы. Эта диагностика длится 20-25 минут. Но это вот такая возможность тоже, да, посмотреть, как вообще уроки онлайн тоже проходят, как со мной они проходят. Если у вас какие-то, да, затыки, вопросы, может быть, вы поступать куда-то хотите, не знаете, вообще надо, не надо. С этим тоже я работаю. Готовлю сейчас, кстати, к поступлению не только в российские вузы, в европейские тоже. Сейчас вот готовимся с одной ученицей. И готовлю я, кстати, тоже на графический дизайн. Кому интересно это. Потому что на графическом дизайне нам тоже нужно мышление такое творческое и абстрактное. И этому тоже нужно учиться. Что, попробуем? Здесь у нас просто красный. Если заметно, да, немножечко остается структура, да, то есть вот с первого такого размытия, да, то есть не так легко он размывается. В принципе, можно его размыть, если вот, да, сразу. Ну, как бы, да, пигмент такой более яркий, я бы так еще сказала. Мне они, кстати, нравятся, да, очень своей яркостью. Кто любит яркое, да, тому понравится. И здесь вот тоже есть возможность оставить немножко фактуру, да, штриха, и что-то размыть, а что-то оставить. То есть можно вот даже часть я оставлю. Тут акрил. То есть цвет очень яркий. Можно, кстати, сравнить его вот с этим цветом. Не знаю, видно ли это на камере, да, но мне видно, что он такой более такой яркий. А там уже, не знаю, видно вам сейчас, там уже происходят интересные штуки. Я потом покажу тему высыхания. То есть, видите, где-то мы структуру можем оставить. Можно и размыть. И, кстати, ими также можно рисовать как бы по влажной бумаге непосредственно. То есть вот если мы возьмем, да, может быть, другой цвет возьмем. И вот на влажном, да, можем наносить это на влажную бумагу. И здесь очень тоже такой яркий получается цвет. Сразу скажу, что здесь уже особо не размыть и не смыть уже это. То есть здесь вот эта чернильная, видимо, основа уже такая дает себя знать. То есть, ну вот если вам нужно сделать такой вот какой-то кусочек яркий и такой, как заливочка, чем-то, да, такой, как пастель немножко напоминает. То есть это тоже может быть.
То есть можно вот делать какие-то тоже по влажной бумаге, какие-то штрихи. То есть что мы видим, что да, нам эти карандаши дают, в принципе, все те же возможности, что и акварель обычная. То есть это просто другой формат, да, другая упаковка. И, ну вот кому что ближе, да. Вы можете начать, да, вот как я начинала, я просто покупала себе один-два карандаша, то есть не надо сразу покупать какие-то большие наборы, да, потому что они могут вам не пригодиться. Просто можете пробовать какие-то один-два цвета любимых. Взяли и вот это у меня тоже Дервент, кстати, немножко, но вот тоже акварельный, сейчас тоже ставила. Можете наслаивать, да, можете смешивать здесь также цвета. Но результат, наверное, такой будет менее предсказуемый, потому что вам не сразу будет понятно, если особенно опыта особо нет еще, то здесь нужно тоже экспериментировать. Ну вот, например, можно так сделать, да, интересно, тоже получается фактура. То есть где-то просвечивает красный, где-то просвечивает фиолетовый. То есть сначала нужно вот всегда начинать вот с таких вот залипушек, с таких тестов и оставлять их, и прям подписывать. То есть где-то у меня было, я вот в других видео я показывала, я прям подписываю здесь, да, какой карандаш. И это ваш такой каталог. Вот здесь, смотрите, да, у нас уже высыхание вовсю идет. Вот очень красивые такие вот растворения, да, пятна. Здесь тоже красиво получается. Черный тоже интересный получается, да, вот здесь такие вот, как это назвать, растекания, да, пигмента. Ну что, порисуем какую-нибудь иллюстрацию. Вы можете мне написать что-нибудь. Я буду очень рада. Люблю, когда есть какая-то обратная связь. Можете написать, например, что бы вы хотели, чтобы я нарисовала. Ну или я сама сейчас решу. То есть можно, да, вот по влажной тоже вот так вот добавлять что-то. Я их затачиваю просто ножиком. Мне нравится, когда есть длинный грифель, а не вот такой просто, да, механический, маленький такой, да, то, что мы точилкой затачиваем. И, кстати, здесь еще есть вот у меня такой серебряный. Мне он очень нравится, но я его обычно добавляю уже сверху в какие-то работы, как вот такой пигмент немножко серебряный. Так, сейчас попробуем что-нибудь порисовать еще такую уже как картинку. Эти я тоже оставляю высыхать. Посмотрим в конце занятия, да, что там получается. Ну, в общем, да, вот для иллюстрации это очень хорошая штука. Да, я сейчас попробую такую сделать спонтанную, как какой-то образ, иллюстрацию. То есть, когда можно с этим работать уже, например, при создании каких-то образов, картинок, иллюстраций, да. Что мне, кстати, нравится, да, что это заменяет простой карандаш. Если уже рука у вас достаточно набита, да, и вам не надо все время что-то стирать, то можно прям сразу намечать этим карандашом, и потом он размывается, эти контуры, по ним уже как бы и идем. У меня, кстати, есть канал в Телеграм, тоже присоединяйтесь, ссылку я дам, пока я ее не написала, по-моему, в описании. Ссылку я дам, там тоже я выставляю как и свои работы, так и работы учеников. Присоединяйтесь, не теряйтесь. Вообще цель моя изначально Телеграм была, мне хотелось, чтобы давать обратную связь, да, по работам, кому это интересно.
Ну, как-то оно не пошло. Если у вас тоже есть такой запрос, да, можем тоже такое что-то сделать, где можно будет просто, вы можете присылать работы, и я их разберу, да, в формате там видео или просто аудио, или там текстом. Мой подход, он на самом деле немножко другой, не такой, как, да, не академичный совсем. И я стараюсь всегда очень позитивно оценивать людей, потому что сама страдала от такой сильной критики когда-то, да, при обучении. И считаю, что это, в общем, ни к чему. Это не приводит к хорошему. Всегда есть, да, творчество такая вещь, которую очень сложно как-то оценивать. То есть можно только, да, человека как-то направлять. То есть как вот я работаю тоже с учениками, я стараюсь их просто направлять в ту сторону, в которую им полезно, и в которой я вижу, что они могут развиваться. То есть всегда у человека есть какая-то сильная сторона, и она, как правило, очень сразу видна в творчестве, да, к чему человек склонен. Даже у детей, да, это видно. Кто-то сидит и вырисовывает, кто-то там размашисто любит кисточкой сразу все замазать, да, энергично. Всегда проявляется характер, темперамент, да. И здесь нет как бы плохого, хорошего, да, здесь есть именно вот свойства личности. И я считаю, именно это и надо сохранять, просто, да, дать этому форму, развивать сильные стороны. Не ломать, да, а именно вот эти сильные стороны развивать, дать им. И тогда очень быстро просто идет развитие. Вот это прям видно всегда очень быстро, очень так с удовольствием, главное, да. Человек рисует с удовольствием, да, рисует, там, лепит, что угодно. Не мучается, да. Такая будет зеленоглазая девушка. Портреты — это то, что и сейчас я сама тоже рисую, и с учениками тоже мы много рисуем портреты людей. Есть тоже такой запрос часто, да, подростков, да, хочется рисовать персонажей, да, анимешных персонажей. И надо понимать, что, да, чтобы рисовать анимешных персонажей, надо прежде всего научиться рисовать человека. И для этого тоже надо какую-то базу себе создать сначала, да, делать скетчи, да, тренироваться фигуру рисовать. То есть сами по себе персонажи вот сразу, да, они не получатся так, что вот сразу, да, вы начали, и у вас сразу персонаж такой получился классный. То есть, ну, здесь нужно тоже тренироваться, конечно. Ну, что нам еще сюда и добавить? Сейчас я вам просто показываю такой, как алгоритм, да, как можно тоже карандашом этим работать, да, то есть создавать какой-то контур такой ориентировочный, да, плюс-минус там деталей, уже кто как любит, и уже начинать работать дальше с водичкой. И вот сейчас я просто, да, буду вот это потихонечку размывать. И, может быть, даже добавлять еще какие-то цвета. То есть здесь все ограничивается только вашей фантазией. Просто, может быть, да, здесь будет более понятно уже, как использовать, да, вот эти качества карандаша именно в иллюстрации. То есть это позволяет нам, да, сохранять линии где-то.
Спасибо, кому нравится. Хорошо, да, что рисуете, тоже красиво, я рада. Можете делиться, да, своими работами, можете в телеграм-канал моем присылать свои работы, если есть вопросы. Телеграм-канал я добавлю потом в конце, просто забыла. В описании будет под этим видео, можно будет зайти. Присоединяйтесь. У меня также есть Инстаграм, Фейсбук. Здесь, да, подписывайтесь, присоединяйтесь. Потому что, опять же, я планирую, вот то, что по субботам сейчас у меня пока есть, да, такое желание и время. Не только, может быть, акварель, да, разберем еще другие техники. Акрил, да, что-нибудь попробуем акрилом порисовать. В принципе, тут тоже зависит от того, какие будут пожелания. Если будут интересные какие-то пожелания, я только рада пойти навстречу. И видите, я так потихонечку как бы размываю, и это мне позволяет, да, сохранять как бы и рисунок, и добавлять, да, акварель. То есть вот мне кажется, для тех, кому сложно с акварелью сразу, да, не то, что даже это в принципе удобно просто. То есть я сама сейчас люблю вот по такому принципу рисовать, хотя в принципе с акварелью я уже очень-очень много лет дружу. Ну, здесь вот есть свои такие, как это, свойства, да, которые именно дают такой интересный тоже какой-то, да, ауру какую-то рисунку, такую вибрацию, да, вот эти штрихи. И где-то мы можем и штрих оставить, да, и не обязательно все размывать. Где-то останется, а где-то, да, он уйдет. Где-то можно, опять же, по-сырому. Сейчас попробуем, у меня был синий еще край. Так, я вижу вопрос, как называется что? Как называется? Уточните, пожалуйста, я не поняла, что, как называется. Карандаш? Карандаши я использую сейчас Inktense, Derwent. Телеграм-канал. Да, называется рисование онлайн. Рисование онлайн. Я сделаю, да, ссылочку. Сейчас просто я сейчас вам напишу, да, в чат. Нет, не помню. Сейчас не могу отвлекаться. Либо наберите, да, найдите рисование онлайн с Ольгой. И вот видите, сейчас вот, да, по влажной бумаге получается интересно. Классно? Такой вот эффект. Здесь опять же, да, вы сами почувствуете, как вам, да, может, вы еще какой-то способ найдете. Я вообще люблю соединять разные материалы. Можно вообще все соединять, что соединяется. Если, да, это именно по свойствам, да, там то, что на бумаге у нас, да, мы можем рисовать здесь и маркером, мы можем здесь добавить какую-то ручку, да, то, что с бумагой взаимодействует, да, и почему нет, можно все это соединять. Сейчас я как бы, да, без акварели, без такой обычной, да, но здесь можно и добавить обычную акварель какие-то для каких-то. То есть у вас может быть какая-то основа, да, карандашей, цветов и какая-то основа из коробочки уже. Вы можете начинать такие иллюстрации, да, где-то в дороге и заканчивать их уже дома, да, там уже в удобных условиях. Я тоже так часто делаю.
Мне часто идеи приходят, я уже говорила, как-то они приходят мне в транспорте, в каких-то вот переездах, и тогда можно набросать какой-то эскиз или контур, да, и уже с ним потом заканчивать его уже дома. Вот такое что-то получается. Сейчас мне хочется прям добавить вот что-то возьму из акварели. Может быть, сейчас что-нибудь сюда еще добавим. Спасибо всем, кто пришел, кто смотрит. Повторюсь, да, здесь я каждую субботу теперь в это время. Приходите, задавайте вопросы. Всегда интересно, да, что людям сейчас нужно. И здесь уже, да, мы можем уже экспериментировать. Что-то уже, да, можем и поразмывать уже как обычно. Я люблю, когда акварель, она, да, живая, когда она течет, когда она, да, дает какие-то неожиданные эффекты. Не нужно этого бояться, да. Напишите, может, о себе немножко, кто смотрит, да, вы художники, или вы учитесь, или вы просто отдыхаете тут случайно. Сейчас я просто уже добавляю, да, может быть, какие-то цвета. Лицо, да, может быть, я не буду уже трогать, да, ну, можно немножко здесь уже. Да, бывает, да, вот такие неожиданности. Я, на самом деле, спокойно к ним отношусь. Просто сухой кистью можно это убрать, да, вот так вот делаем. Так, раз. Ага, я вижу, да, хочу стать художницей. Мне нравится рисовать. Гимнастика здорово. Можно рисовать. Вообще гимнастика и спорт, мне кажется, это тоже такое вдохновение. Я когда-то занималась балетом и рисовала все время балерин. И это тоже, мне кажется, одно другому помогает. Такие вот тоже, всем тоже какое-то творческая такая, да, работа с телом. Это все тоже очень полезно. Сейчас я просто тонкой кистью уже прохожусь вот по деталям. Потому что карандаш, да, если бумага акварельная, там фактура, да, не всегда получается тонкую линию какую-то сделать. То есть можно здесь уже дорабатывать это кисточкой. Ну, вот здесь у меня немножко поплыло, но ничего страшного. В 2 часа ночи, да, я тоже люблю рисовать 2 часа ночи, в час ночи. Да, это наше время вдохновения, тишины. Ничего с этим не поделаешь, да. Вот не знаю, да, кто как, но утром у меня вот рано утром это точно я никогда не рисую. Свой диплом когда-то я делала именно вот по вечерам, по ночам. Я думаю, что здесь какая-то, да, свойство тишины и вот этого ночного времени. Ну, как все художники, да, многие, ну не все, конечно, но многие. Давайте посмотрим, что у нас там пока получается. Да, вот здесь то, что я показывала, если кто-то только присоединился, я показывала, вот нам выкраски мы делали. Вот получается, да, они высыхают, тоже какие-то интересные такие залипушки. Вот здесь, да, вот я говорила, этот карандаш, он такой интересный. Вот он вообще все время дает какие-то очень интересные такие вот пятна. Вот Faber-Castell, вот хороший такой вот
эффекты. Вот здесь тоже, да, красиво. Это может быть фоны, это может быть, да, не обязательно, да, в иллюстрации это использовать. В абстракции можно это использовать. Ну, вот здесь у меня немножко плывет все еще. Да, днем вообще ничего. Спасибо за реакции большое всем, мне очень приятно. Ну, сейчас пока вот это место трогать не буду, потому что, да, оно сейчас такое уже еще сырое, сырое. Ну, вот здесь уже, да, опять же, можем карандашами что-то добавлять. То есть эта техника, она действительно, эти вот, да, карандаши, и они дают нам вот такие возможности соединения, да, и штриха, и пятна. Ну, отлично, да, у кого идеи приходит, вот так и надо, да, давайте рисуем. Да, это вообще вдохновляет тоже, когда смотрю, да, как люди рисуют, да, иногда сложно сесть, правда, да, и какой-то, да, опыт. Вот поэтому давайте по субботам приходите, будем вместе рисовать. Мне тоже, скажу честно, мне тоже себя сложно часто усадить, открыть вот эти коробки. Это как со спортом, да, самое сложное — это коврик расстелить. Ну, потом в процессе, да, оно как-то приходит, и уже и не остановиться, и уже бумаги мало, да. Вот здесь, кстати, хочу обратить внимание, да, у многих бывает, у меня сейчас у учеников частая проблема, как рисовать губы в портретах. То есть вот секрет, да, не сильно их обводить и не нижнюю губу не обводить, да, а формировать ее просто тенью. То есть это вот, да, нужно стараться отходить немножко от шаблонов, да, вот обводить губы так вот по линии, да. Ну, иногда это надо, да, но не всегда. А для такого эффекта, естественного, да, эффекта, то есть можно просто формировать и как будто тенями. Потому что губы — это такая вещь, да, это тоже, в общем-то, как форма просто, как и глаза. То есть вообще вот если говорить сейчас немножко про человека, про рисование портрета, нужно помнить, да, что это не только линии, не только глаза, там, рот и брови, да, это еще и формы. Да, это все такие объемные формы, которые можно просто такими как бы полутонами формировать мягко. Картину 5 карандашами, ну, конечно, да, можно, конечно. Согласна, да. Можно и 2 карандашами, наверное, картину нарисовать. В принципе, картину можно нарисовать, как вот вы решите, да, сколько там будет карандашей, так и можно. Ну и я вот сейчас просто добавляю, да, уже какие-то детали. Иногда, да, я прохожусь еще каким-то линером, но сейчас по этой бумаге это не имеет смысла. Бумага такая достаточно акварельная, плотная, шершавая, да, то есть там будет не очень-то удобно. Ну что, скоро сейчас буду завершать. Значит, да,
Вот я вам показала. Так, мне нужен скоро модератор, наверное, да? Лицо, вот здесь, смотрите, лицо, которое я рисую. Это важно. А, Показала, да, вам сегодня акварельные карандаши. Показала, как их рисовать. Кто не видел, можете пересмотреть. Все это я оставляю здесь пока что в открытом доступе. Приходите, да, ко мне в Телеграм, в Инстаграм. Все ссылки сейчас я там подпишу внизу. Спасибо все, что с носом. Что с носом? Нос такой очень, как бы я его оставляю легким таким вот намеком. Нос меня здесь меньше волнует. То есть здесь уже, смотрите, подходите к этому как художники, да, отходите от этих как бы постулатов, да, что вот надо вот так вот именно вот, да, все прорисовать, построить по линеечке. Творчество такая вещь, да, вот не бойтесь какой-то кривизны, да, что-то там куда-то у вас заехало. Ведь самое главное, да, это наше проявление творческое, да, наш взгляд на какой-то образ. Вот это главное. А то, что там, да, где-то у кого-то что-то там не дорисовано, то есть это, во-первых, да, человек, может, так и хотел. И вообще, да, смотрите сначала, да, на какое-то общее впечатление и старайтесь сами так тоже работать, чтобы, да, техника все-таки, да, это важна техника, но она не должна быть на первом месте, понимаете. Много существует, правда, таких работ, которые технически просто безупречны, но там чего-то нету, там как бы и техника, и все. Вот, а бывает, да, вот художники-самоучки, они, да, иногда такие просто работа именно тем, что у них нет шаблонов, да, у них нет вот этих правил, да, как там надо было глаз построить, как там надо было кувшин, да, прорисовать. Вот это важно, да, важно вообще самобытность, да, потому что именно ваше вот восприятие мира-то и будет вот считываться в работе. Хорошо, пишите, да, мне в Телеграм, буду рада. Задавайте вопросы, да, приходите еще раз, да, приглашаю, кому нужна помощь, приходите на диагностики. Я напомню, что я провожу уроки рисования онлайн. Очень удобно. Из любого места, да, из дома. Работаем, учимся. Посмотрите там работы моих учеников. Ну и приходите, да, по субботам сюда. Будем рисовать, болтать. И общаться, и учиться, да. Можете тоже по каким-то материалам мне пожелания писать. Можем попробовать, да, если какие-то есть тоже вопросы. Вот, да, это акварель. Да, кто спрашивает, это акварель и акварельные карандаши. Сегодня была тема нашего урока. Вот, ну что, всем пока, всем спасибо большое за участие. И до встречи, до следующего раза.